Не всегда аксессуары для фотосъемки, которые мы покупаем на AliExpress, оказываются стоящими. Иногда ты покупаешь что-то, думаешь, что это хорошая вещь, а в итоге получаешь нечто бесполезное, некачественное, а иногда даже вредное. Сегодня я расскажу вам о 5 плохих покупках на AliExpress, которые были у меня. Если вы тоже покупали какой-то фотохлам и хотите предупредить остальных, делитесь своими историями в комментариях. А мы начинаем. Я вот эти говнофильтры купил на AliExpress много лет назад, и единственная причина, по которой я еще их не выкинул, я хотел показать их вам. Нужно понимать, что если вы видите чрезмерно дешевые светофильтры на AliExpress, то покупать их нельзя. Причем неважно, это фильтры с эффектом или защитные. Да, проблема дешевых ND-фильтров или поляриков в том, что они по сути сразу портят картинку, и это довольно легко отследить. Дешевые прозрачные фильтры делают это несколько иначе. Они ловят кучу лишних бликов, ухудшая качество фотографии. ND-фильтры позволяют фотографам использовать широко открытую диафрагму на солнце, а для видеографов это вообще незаменимый инструмент во многих ситуациях. Но если вы используете некачественный ND-фильтр, а говнофильтр с AliExpress, то можете получить очень неприятный результат. Вот так наш кадр выглядит без фильтра, а вот так кадр выглядит с дешевым фильтром с AliExpress. Качественные ND-фильтры не влияют на контраст и цветопередачу, а вот такие дешевые фильтры, как в нашем видео, они ухудшают картинку. Помимо всего этого, на Али продаются подделки известных светофильтров, например, Hoya. Если вы видите на AliExpress светофильтр известного бренда, который при этом гораздо дешевле, чем его цена на официальном сайте или на других площадках, то это почти всегда подделка. Их недостатки все те же, что у обычных китайских фильтров, про которые мы ранее говорили. А вот эту штуку я приобрел когда-то забавы ради, но производитель этого зонтика, похоже, всерьез считает, что он может защитить ваш фотоаппарат. Спойлер, не может. Очевидно, что этот зонтик вам поможет только когда вы держите камеру ровно, не наклоняя. И когда ветра и косого дождя, соответственно, нет совсем. При всем этом на вашем фотоаппарате еще и объектива быть не должно, потому что зонт его закрыть все равно не сможет. В общем, такая абсолютно бесполезная вещица. Много есть на AliExpress китайских аккумуляторов, какие-то из них работают нормально, а какие-то Batmax. По моему опыту, это худший производитель аккумуляторов среди массовых. У меня были такие аккумуляторы для разных систем, на Canon, на Panasonic, сейчас на Sony ZV-1. В чем их проблема? Они не держат заряд и умирают с концами через непродолжительное время. Купили вы сразу 4 таких аккумулятора. Они как раз часто продаются комплектами. Один будет быстро разряжаться, другой долго заряжаться, третий умрет через месяц. Может ли вам повезти? Ну, конечно, по теории вероятности может. Но я лично сегодня стараюсь избегать аккумуляторов этой фирмы. А вот уж по следующему пункту вы меня извините. В отличие от светофильтров, которые я долгие годы хранил, чтобы показать вам, участь дешевых объективов для телефона не была столь радужной. Поэтому я вам объясню на пальцах. Объективы для смартфона бывают нескольких видов. У меня был такой объектив, телеобъектив, который крепился на прищепку. Сейчас найти именно такой же непросто, видимо, модель на летом обновился. Но и более новые модели я бы брать не стал. Первая проблема – они неудобные. Их неудобно устанавливать на телефон, ими неудобно пользоваться. Вы получаете проблемы по краям кадра в виде виньетки или размытия. Вторая проблема – это само качество изображения. Конечно, за такие деньги, покупая комплект за 1000 рублей из 10 объективов, вы не получите никакого приемлемого качества. Честно сказать, эта вещь сомнительная, даже чисто побаловаться. Если вы хотите менять объективы, откажитесь от этих смартфонов, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики про фотоаппараты, покупайте себе системную камеру и дальше что хотите. Ширик, телевик, макрик, все будет работать по красоте. Ну и пятая позиция, от чего я сгорел не так давно и что меня таки побудило снять данный ролик. Это вот этот вот отвратительнейший штатив. Вот вроде красивенький и совершенно не дешевый по меркам AliExpress штатив. Что-то около 3 или 3,5 тысяч рублей он стоил на момент покупки. В чем же его проблема? Он вообще не держит вес. Его заявленная грузоподъемность, только вдумайтесь, 12 килограммов. Но его голова, она и 1,5 килограмма не держит. Вот этот барашек просто невозможно нормально зафиксировать. Он сделан из пластика и имеет какую-то абсолютно неудобную форму. Ставим сюда фотоаппарат, и он постоянно будет клевать носом, и нормально зафиксировать эту голову просто невозможно. А еще, если вы подписаны на наш телеграм, вы видели, как этот штатив ведет себя на улице.
Я снимал тестовые видеокадры на Canon 5D Mark II и просто запорол кучу материала, потому что даже при небольшом ветерке происходит мелкий тремор, который глазами очень сложно увидеть, но на итоговых материалах, когда вы просматриваете их на компьютере, это очень заметно. Это были те вещи с AliExpress, которые меня сильно разочаровали. Но пока я составлял этот список, я понял, что аксессуаров, которые оказались мне полезными и о покупке которых я ни капли не пожалел, их гораздо больше. И о них мы поговорим в отдельном ролике. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, вы были на канале Полный Кадр, делайте правильный выбор.